Всем привет! Приветствую вас на моем канале Амигуруми с Гюнеш Шургю. Меня зовут Яна. Сегодня я предлагаю вам связать вот такие вот заколочки, единорожки. Это одна из деталей моего набора единорог, где я вязала рюкзачок, ободок, игрушку и вот такие вот заколки. Заколочками захотелось поделиться с вами, тем более, что многие девчонки в Инстаграм у меня просят мастер-классы по заколочкам. Что нам для этого потребуется? Вы можете брать любую полухлопковую пряжу. У меня это остатки, вот есть Ярнард джинс, ярко-розовый, светло-розовый. Есть Alize Cotton Gold. Так, у Alize Cotton Gold 100 грамм 330 метров. У Ярнард джинс 50 грамм 160 метров. Это тоже у меня моточек Alize Cotton Gold. Также нам понадобится два крючка. Один крючок 1,25 миллиметров. Это у меня крючок специально только для заколочек. Я их вяжу, железные заколочки. Об этом расскажу, когда буду вязать заколки. И 1,9 для вязания всех деталей, локонов и цветочков. Также нам понадобятся ножницы. Две заколки размером 6 сантиметров. Вот они. У меня они овальные, но я знаю, девчонки делают и из треугольных, потому что не все могут найти треугольные. Также нужен бисер и иголочка для украшения наших цветочков. Ну что ж, приступим. Для начала я предлагаю связать вот такую заготовку для нашей заколочки. Размер 6 сантиметров. Начинаем. Еще момент. Я для железных заготовок заколочек беру обычно специальный крючок, которым я вяжу только заготовки, потому что когда мы вытаскиваем ниточки отсюда, здесь появляются царапинки, и потом вязать уже ниточкой игрушки очень неудобно, поэтому у меня есть специальный крючок для этого. Набираем воздушную петлю, протягиваем ее, смотрим внимательно, открывается здесь, значит мы с этой стороны протягиваем петельку, этот хвостик остается здесь. И дальше будем вязать столбики без накида, обвязывая всю нашу заколку. Здесь вяжем 2 столбика без накида. Дальше я провязываю вот в эту дырочку. Если у вас другие заколочки этой дырочки нет, можете провязать 4 воздушные петельки, они будут вот здесь лежать, и дальше пойти уже по обвязке. Так как у меня здесь присутствует дырочка, я в эту дырочку 5 столбиков без накида. 2 провязала, хвостик оставляю здесь, чтобы нам потом хвостики закрепить. 3, 4 и 5. Теперь начинаем обвязку по этой стороне. 1. Хотя здесь можете не считать. Здесь вы смотрите по плотности обвязки. У кого-то это может быть больше, у кого-то меньше, в зависимости от тех материалов, которые вы возьмете. Главное, чтобы не было сильно свободно, но и не было сильно прям туго. Чтобы наша заколка спряталась под ниточками, этого достаточно будет. Когда мы дошли сюда, нужно заколку открыть, чтобы было более удобно вязать. И доходим до сгиба. В этом моменте многие вяжут, продолжают вязать точно так же. Я обычно эту ниточку кладу вот сюда и начинаю таким вот образом вязать. Это для того, чтобы более плотная вязка была и не просвечивалась вот здесь на самом уголочке,
заколочка. Она в любом случае там где-то какие-то капельки будут видны, но то не столь существенно. Главное, чтобы вот видите, как плотненько. Эта ниточка-подложка нам помогает держать, чтобы они не плавали и в разные стороны не убегали. Провязали, закрыли снова, чтобы было удобно вязать. И продолжаем вязать дальше. Здесь не обязательно должно быть одинаковое количество петель с одной и с другой стороны, потому как их, по сути, видно не будет, если там на 1-2 петли больше, на 3 петли больше. Я здесь никогда не считаю, поэтому вот, первый ряд у нас закончен. Вяжем в первую петлю соединительный столбик. Соединили. Теперь воздушная петля и в следующую петлю полустолбик с накидом. Воздушная петля и в следующую петлю полустолбик с накидом. Один момент. Вяжем в каждую петлю полустолбик с накидом только с этой стороны и с этой стороны. Здесь мы будем вязать через одну. Сейчас покажу. Так, полустолбик, воздушная петля, полустолбик с накидом, воздушная петля. Если мы здесь будем тоже вязать через одну, то получится... Так, стоп, стоп, не туда. 2 в одну нам точно не надо. Оно будет лежать ровненько, не будет топорщиться и будет иметь аккуратный вид. Нам сейчас, вот дошли мы на сгибе, мы связали в каждую петлю полустолбик с накидом. Дальше мы вяжем через петлю. То есть одну петлю пропускаем, в следующую полустолбик с накидом, воздушная петля. Одну петлю пропускаем, в следующую полустолбик с накидом, воздушная петля. И таким образом вяжем до окончания этой стороны. Так, снова пришли там, где у нас идет закругление. И здесь нам нужно будет вязать в каждую петлю. Делаем воздушная петля, следующую петлю предыдущего ряда, полустолбик с накидом, снова следующую петлю, и дальше снова продолжаем вязать до конца ряда через одну. Одну пропускаем, следующую полустолбик с накидом. Полустолбик с накидом, воздушная петля, одну пропускаем, опять полустолбик с накидом, воздушная петля, одну пропускаем. Вяжется быстро. Эти бантики можно связать рекордно короткое время, за полчаса так точно. Так, дошли до конца ряда, закрепили ниточку, обрезали хвостик, достали его. Нам нужно вывести его вот сюда. Здесь у нас будут крепиться цветочки и локоны, поэтому наш узелок видно не будет. Завязали узелочек несколько раз. Обрезали ниточки. Так, наши заготовки готовы. Теперь свяжем вот такие вот локоны.
Нам нужно 6 локонов, так как у меня это заказы, здесь определенные цвета указаны, вы можете выбирать на свое усмотрение. То есть это локоны для нашей заколочки. Мы их будем вот сюда. Я связала 5, сейчас шестую свяжу вместе с вами. Для этого я беру крючок 1,9 миллиметров и, оставляя небольшой хвостик, набираю 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, ой, сильно пусто, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ой, простите. Со второй от крючка петли вяжем в каждую петлю прибавку. То есть у нас получается 29 прибавок. Можете не считать, просто вязать в каждую петлю прибавку. И наш локон будет сам по себе закручиваться во время вязания. Туда, куда надо. В ту сторону. Оно по-другому не получится. Вот так. Видите, начинает хвостик уже заворачиваться. И получается такой красивый локон. Если взять крючок потолще, то у вас получится локон более рыхлым и чуть-чуть побольше вот такой, более объемный. Но это уже на ваше усмотрение. Я для игрушки, допустим, если я гриву вяжу, хвост я вяжу чуть потоньше, беру крючок, потому что их там много локонов, и они как бы нормально себя чувствуют, хвостики. А вот для гривы хочется более объемного, поэтому я обычно беру в 2 раза больше крючок. То есть если у меня здесь 1,9, то для гривы я там около 3-3,5 могу взять. Самое длительное это навязать именно локонов. Ну ничего, под какой-нибудь сериальчик, под какое-нибудь видео можно их навязать много. Так, поправляем его. Довязываем до конца ряда. Так, последний столбик. Обрезаем нить. Завязываем узелочки несколько раз. Обрезаем хвостики, нам они не нужны, потому что мы их будем приклеивать горячим силиконом. Так, готово. Следующее, что нам нужно сделать, это связать наши... Не те я взяла. Сейчас, секундочку. Связать вот такие вот. По цвету локоном вяжем точно такие же цветочки. Я сейчас покажу, как вяжутся цветочки. Этой же ниточкой набираем 3 воздушные петли в кольцо амигуруми. 1, 2, 3. Со второй петли от крючка 2 полустолбика с накидом. 1 и 2.
соединительный столбик в кольцо амигуруми. Это первый лепесточек. Снова 3 воздушные петли и 2 полустолбика с накидом. Снова соединительный столбик в кольцо амигуруми. 3 воздушных петли, 2 полустолбика с накидом, соединительный столбик в кольцо амигуруми. Нам нужно связать 5 лепесточков. 3 у нас готово, еще 2. 3 воздушные петли, 2 полустолбика с накидом, соединительный столбик в кольцо амигуруми. И последний лепесточек. Теперь затягиваем кольцо амигуруми, стянули, отрезали, достали ниточку, закрепили ее и с изнаночной стороны завязать несколько раз узелок. Обрезаем ниточку. Теперь смотрите, у меня есть вот такой бисер. Вы можете бисером, можете бусинку какую-то, может быть, у вас есть какие-то стразы, которые клеящиеся. Это уже на ваше усмотрение. Я пришиваю 3 бисеринки, они у меня в игрушке, это с набора идет ободок, заколка и игрушка и сумка. И у меня везде эти бисеринки были, договоренность с заказчицей, поэтому я покажу, как я пришиваю бисер. У меня есть тоненькая иголочка, наконец-то я нашла ее. Я беру 3 бисеринки, одну розовую, одну серую и одну кремовую. Вы выбираете на свое усмотрение. Они у меня небольшие, маленькие, но смотрятся нежно на самом цветочке. 3 бисеринки нанизала. Главное, чтобы не закрутилось оно здесь, потому что иногда бывает. Так. Крутится, крутится. Шар голубой. Только у меня бисеринки крутятся. Так. И еще раз закрепить их. Просто вот таким вот образом. Сверху ниточку приложила между 2 бисеринками. И прижала. И вот они вот таким вот образом красивенько смотрятся. Здесь мы нитку закрепляем. Хоть и будем силиконом его приклеивать горячим, все равно нужно, чтобы ничего нигде не выпало, не оторвалось. Лучше его еще и пришить хорошо, крепенько. Так, это тоже готово. Остается самое простое. Так, я хочу сделать, что у меня были 2 фиолетовые по бокам, розовая посерединке. Вот таким вот образом. Сейчас я беру горячий пистолет. На хвостик нашего локона выдавливаю. Не с той стороны пистолет стоит, неудобно, ну да ладно. Не обожгитесь. Здесь фиолетовая. Теперь возьмем розовую. По центру. И светло-фиолетовую.
Вот, все 3 готовы. Теперь осталось приклеить нам сюда наши цветочки. Цветочки приклеиваются, ну, я приклеиваю их по цветам. Вы можете уже на свой вкус. Начинаем с центрального цветочка клеить. Чтобы он был точно по центру. А дальше боковые цветы. И фиолетовый остался. Вот такой бантик. Второй тоже готов. Смотрите, я обычно клею бантики, чтобы они были симметрично смотрелись на голове. Если мы на голову ребенку оденем, то чтобы вот бантики, висюльки наши были одинаково смотрелись с той стороны. Симметрию соблюдаем. Либо так, либо вот так. Всем большое спасибо, кто вязал со мной. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно в ближайшее время будут еще видео. Знаю, что девчонкам понравились бантики. Заколочки точнее. И будем вязать с вами еще не только заколочки, но и игрушечки. Всему свое время, все впереди. Также, если вы выставляете свои работы в Инстаграм, любой другой соцсети, указывайте мой Инстаграм, Гюнеш Оргю. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Инстаграм. Всем хорошего дня!